Доброго времени суток! Приветствую подписчиков моего канала, а также простых зрителей. Сегодняшнее видео будет посвящено второй части моей пятой посылки с сайта Computer Universe, недостающей, опоздавшей второй части. Вот, наконец-то, корпус Cosmos C700M прибыл в целости и сохранности мне из Германии. С задержкой, правда, почти что 35 дней, то есть прошло с момента заказа. В трекинге было написано, что он вернулся с полпути обратно в Германию из-за того, что произошла какая-то проблема с упаковкой. На переупаковку, правда, послали упаковку посылки, то есть не самого корпуса. Да, и вот буквально вот сегодня я получил, мне пришло извещение с почты, что посылка пришла, придите, заберите. Вот он пришел вот в такой вот коробке. Я вскрыл целлофан, вот такой вот целлофан DHL. Можете посмотреть. Довольно-таки прочный. Такая вот упаковка была. Да, не вскрывал пока. Наверное, вот его вскрывали, может, там на таможне или где-то еще. Но я его не вскрывал. Хотел сделать это непосредственно вместе с вами. Так будет интереснее. На эти корпуса, в принципе, очень мало обзоров, особенно в, так сказать, русскоязычном ютубе. Я постараюсь сделать подробный такой обзор, чтобы тем людям, которым эта модель интересна, получили максимум информации и, может быть, тоже бы решили, значит, приобрести данную модель. Очень большая упаковка, очень большая коробка. Не влезла в седан, пришлось нанимать универсал, да, при транспортировке с почты домой. Сейчас я покажу ее размеры. Размеры данной коробки: это в высоту 73 сантиметра, значит, в длину 73 сантиметра и в ширину 41 сантиметр. Вес данного корпуса с коробкой 28 килограммов. Учтите это при заказе, если вы будете заказывать из-за границы. Значит, это, в принципе, влияет на стоимость доставки. Так, значит, сейчас мы вскроем его и посмотрим, что там находится внутри. Прежде чем вскрыть упаковку, я хотел бы показать, значит, моим зрителям ту информацию, которая указана на самой упаковке, которая может быть полезна, интересна вам. Это вот спецификация данного корпуса на английском языке. Но я думаю, это не проблема. Вы можете поставить на паузу и прочитать все. Комплектация, в общем, в принципе, она такая вот, видите, насыщенная, полная. На обратной стороне коробки также имеется информация на разных языках, в том числе и на русском. Также можете поставить на паузу, почитать, если вам интересно. Так, давайте вскроем, посмотрим, что там внутри. Здесь листочек с возможными комплектациями, по-моему.
это компоновку. Этот корпус можно модифицировать под себя, то есть менять расположение, то есть материнской платы, переворачивать ее по-всякому, то есть как бы, да, справа налево, чтобы, как бы, ну, в любом случае, как бы, это опять-таки дело каждого, кто собирает свою систему. Видите, если можно по-разному, как бы, все это сделать под себя, лично под себя. То есть именно данный корпус очень нравится тем, значит, людям, тем пользователям, которые собирают именно кастомную систему, не похожую ни на какую другую. Этот корпус очень идеально подходит для таких решений. Значит, брошюрка тоже в целлофановом пакетике, такая вот. Гарантийный, значит, информация гарантийная. Здесь также как устанавливать каждый из компонентов системы, то есть блок питания, материнскую плату, диски. Все подробно расписано. Комплектация, значит, данного корпуса, что входит в комплект. Сейчас мы это все подробно рассмотрим. Это понадобится при сборке системы. Так. Здесь вот сверху находится дополнительная панель, она металлическая, может понадобиться в процессе сборки. Мы переходим непосредственно к самому корпусу. Снимаем, видите, довольно-таки очень большой, огромный корпус в целлофановой упаковке. Так, вот таким образом. Сейчас я его, значит, распакую, установлю на стол и отдельно мы рассмотрим его. Вот наш корпус распакован. Он, в реальной жизни он намного, так сказать, более выглядит впечатляюще, чем, я не знаю, на любом видео или на картинке, на каком-то промо, значит, стикере. Такая вот у него сверху вот красивая сеточка, она алюминиевая. Четыре выхода USB 3.0, один, значит, это 3.1, аудиовыходы, кнопка включения. Значит, здесь у нас управление вентиляторами, здесь 4 режима: высокий, средний, значит, маленький, то есть маленький, говорю, значит, слабый, и подключение к материнской плате, то есть чтобы материнская плата сама регулировала вращение вентиляторов. Здесь у нас, значит, кнопка, вот это вот кнопки, значит, они отвечают за подсветку RGB. Значит, мы ее будем наблюдать, да, его, когда соберем систему. Вот такой вот монстр. Так вот, корпус уже на своем месте, на столе. Кстати, стол тоже новый, я специально прикупил его для новой сборки, для нового компьютера. Он такой минималистичный, ничего лишнего, много места под столом. Из удобств, в принципе, вот такой вот шкаф, в который уже дети что-то положили, для ручек, для такой пенал. Ну. И самая такая прикольная фишка, это, наверное, не знаю, один из немногих столов с USB хабом. То есть, ну, как бы хаб, это зарядки, то есть они питаются от сети, вот адаптер. То есть можно подключить телефон или любое другое устройство. Сила тока 2 ампера, спокойно зарядить мобильный телефон или там что-либо другое. Вернемся к
самому главному корпусу. Сейчас вскроем дверцы, посмотрим, что внутри. Наверное, заметили, у этого корпуса по умолчанию левая дверь, она полностью из стекла, значит, такого толщиной 5 миллиметров. И боковая дверь справа, она металлическая. Посмотрим сначала здесь. Значит, дверца открыта. С этой стороны целлофан. Здесь у них магниты. На магнитах что-то открывается. Все основные несущие детали этого корпуса, они сделаны из металла и алюминия. Здесь видите контроллер, который управляет вентиляторами. По умолчанию я уже говорил, что в системе установлено 4 вентилятора, 3 на передней панели. Сейчас мы вскроем переднюю панель, я вам покажу тоже, как они выглядят. И один вот сзади видно вот отсюда. Вентиляторы диаметром 140 миллиметров. Много проводов всяких здесь. Эта панель, наверное, скрывается, под ней даже есть кабель менеджмент. Уже будем подробно наблюдать при сборке. То есть как бы все это будет разбираться, система будет собираться, и все вы подробно увидите в следующем видео. Можем закрыть дверь. Закрывается вот таким образом просто. Магнит уже ухватился. Так, что здесь? Посмотрим. Боюсь, немножко неуверенно пока открываю. Так, здесь также магниты. Можно удалить уже целлофан. Так, здесь у нас две коробочки. Посмотрим, что такое. Что это такое? Сейчас вскроем. В первой коробке, как видно из изображения, находится Riser, также компании Cooler Master. Значит, длиной 40 миллиметров, 40 сантиметров. Значит, этот Riser нужен для того, чтобы установить вот вертикальную видеокарту вот в этот вот кронштейн. Он поворотный, можно менять угол наклона видеокарты. И, соответственно, при помощи этого райзера подключить видеокарту непосредственно к материнской плате. Давайте откроем, посмотрим. Здесь, значит, инструкция по эксплуатации. Обычно эти райзеры продавались раньше отдельно, но сейчас они, значит, положили в комплект, чему я очень рад. Не нужно покупать отдельно. Райзеры эти очень качественные, встречались у некоторых производителей, таких как Thermaltake, бракованные, очень часто выходили бракованные, но пока вот на Cooler Master жалоб не было. Он в таком вот антиэлектрическом, статическом, вернее, антистатическом пакете. Вскрывать пока не буду. Сейчас я покажу. Дай бог, все это будем вскрывать в момент сборки, которая не заставит себя долго ждать. Я думаю, в следующем видео мы будем уже собирать всю систему. Так. Теперь посмотрим, что здесь, что в этом пакете, в этой коробке черной. Так. Все пакеты были, значит, закрыты, я только что ножницами вскрыл их. Еще не открывал, не смотрел, что там внутри. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас, здесь у нас, значит, кабеля подключения, хомуты, запасные части какие-то, по-моему. Очень много болтиков всяких. Так вот, содержимое данной упаковки черной. Вот коробка, она пуста сейчас. Да, совершенно пуста. Здесь у нас подключение вентиляторов.
дополнительно, по-моему, разберемся. Хомуты запасные. Здесь болтики. Здесь какие-то металлические кронштейны. Тоже не знаю пока для чего. Будем разбираться во время установки. Это каретка под жесткие диски 3,5 дюймов. Здесь такая вот микрофибра тряпочка для того, чтобы протирать, соответственно, наверное, эту стеклянную дверь. Я так думаю, вообще весь корпус. Здесь что у нас внутри? Здесь также, видите, две каретки 3,5 дюймов. И, насколько я знаю, еще две каретки под этим кожухом. То есть два диска наверху, два диска внизу, еще не дополнительно. То есть, грубо говоря, можно сразу установить 5 жестких дисков. Места под SSD. Раз, два, три. Три здесь на верхней панели, то есть, вернее, внутри корпуса. Значит, кронштейн видеокарта мы уже рассматривали. Здесь вот очень много таких вот отверстий под разные кабеля, чтобы можно было хорошо все аккуратно проложить. Значит, видите, все есть отверстия. Возможно установить вентиляторы также снизу корпуса. Так, здесь что у нас сбоку, посмотрим. Здесь еще раз вернемся обратно под эту дверь. Так, здесь еще одно место под SSD дополнительное, то есть вот это вот место. Сюда можно еще один SSD-шник запихнуть. Так, здесь место под блок питания. Очень много, в принципе, любой блок питания любой длины войдет. Давайте сейчас вскрою переднюю панель. Посмотрим, как она открывалась. Ага, вот так вот. Очень простым движением она снимается. Так, и здесь у нас тоже такая же вот сетка, сеточная панель. Здесь просто ничего, как говорится, необычного нет. Просто единственное, что вот эти вот RGB линии, они остаются на верхней панели. Если ее снять, то RGB будет светиться только здесь. А здесь, видите, коннекторы специальные. Вот и на этой двери тоже есть коннекторы, которые, значит, при закрытии этой вот верхней лицевой стороны они контактируют и, значит, дополняют друг друга, и освещение бывает полным. То есть и с лицевой стороны, и сверху, и даже снизу. Под корпусом тоже есть, значит, RGB ленты. И, значит, хотел бы дать информацию о ценах. Вот это invoice на, значит, мою эту вот покупку, заказ. Здесь, видите, 3 наименования. Значит, два, значит, наименования мы уже рассмотрели с вами в прошлом видео. То есть 5, 1, 2 можете найти в плейлисте. Это, значит, был Gigabyte Aorus, значит, это RGB комплект оперативной памяти. И ASRock T-Force Delta RGB, значит, SSD емкостью 1 терабайт, то есть это RGB SSD. Значит, здесь видите первое наименование Cooler Master. Это вот корпус, стоимость его со скидкой без VAT 326, почти что 327 евро. Значит, оперативная память, две плашки по 8 гигабайт, 16 гигабайт, значит, 108 евро, 32 цента. ASRock, это 112 евро, 52 цента. И доставка всего этого добра мне обошлась 132,33 евро. Ну, почему? Потому что корпус очень тяжелый, 28 кило, поэтому такая вот и доставка. Но обычно она не бывает дешевле, чем 40 евро. Чтобы вы не купили, доставка будет от 40 и выше. Вот, надеюсь, данная информация была вам полезна. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь помочь. Панель я вернул на место. По-моему, с ней гораздо красивее. Так. Еще раз. Идемте сверху. Здесь вот отверстие.
для более хорошей вентиляции. И они вот такой узор имеют, очень красивый. Эти все детали, они из алюминия, поэтому корпус такой тяжелый. Верхняя панель тоже алюминиевая. Это пластик, эти вот светлые пластик, а вот это алюминий тоже. Вот это то, что вы видите, значит, темно-серый, это алюминий, светлый пластик. Это металл, тоненький металл, но в принципе здесь и не должен быть какой-то тяжелый, толстый лист металла. Нижние, значит, лыжи тоже они алюминиевые. Так, вот вентиляторы, о которых мы говорили. 3 140-ки. Весь корпус, он практически полностью разбирается, все на шурупах. Это можно зеркально перевернуть, то есть собирать, значит, вот систему не как бы с этой стороны, а с обратной стороны, перевернуть видеокарту. Можно видеокарту, то есть видеокарту перевернуть материнскую плату, чтобы видеокарту можно было установить вертикально, вот с этой стороны. Такие вот, значит, варианты тоже есть установки. То есть абсолютно, то есть нету практически ограничения фантазии, место уйма. То есть здесь EATX помещаются материнские платы и практически все, то есть как бы обычные. То есть не знаю, правда, насколько серверная войдет или нет, но EATX 100% поддерживается. Вот, дорогие мои, хотел поделиться с вами вот этой вот информацией. Надеюсь, что данная информация была вам полезна. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Я, значит, стараюсь на них максимально оперативно ответить. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. А если вы, значит, видите это видео первый раз, вы не видели мои, значит, предшествующие видео, можете посмотреть, то есть они тоже интересные. Подписывайтесь на канал, поставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Поддержите меня, значит, лайком, подпиской. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Ждите видео со сборкой компьютера.